Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем готовить говяжий язык. А что нам для этого надо? Мы взяли луковицу, зеленый перец, морковку, ну и специи, душистый перец, черный перец с горошком, лавровый лист и волшебный наш мешочек, ребят. Мы замочили язык где-то на час в холодной воде. Он чистенький, просушили его немножечко. И прежде чем мы будем готовить шедевр с нашего языка, нам нужно его отварить в ароматном бульоне. Наберем холодной воды, уложим язык. Видите, он небольшой. Это телячий язычок, в нем килограмм, ребят. И включим в холодную воду. Поставим кастрюлю на огонь. Никакие специи мы добавлять не будем. Закипит, минут 5-6 он проварится. Мы снимем пенку, а тогда будем бросать наши специи, ребята. Ну, а пока мы подготовим наши овощи. Давайте почистим морковочку. Промоем наши овощи. Вооружимся шумовкой, ребят, и будем снимать пенку. Ну вот, ребята, бульон прокипел, мы сняли всю пенку. Видите, какой он чистый стал. Вот так. Пенки уже в нем нету. Собрали пенку. Получается чистый бульончик. Давайте возьмем лучок. Сделаем такие вот дырочки. Бросим его в кастрюльку. За ним же мы морковку. Ребята, за морковкой мы отправим зеленый такой перчик, в нем больше ароматов. Ну и давайте приступим к нашему сказочному мешочку, чтобы потом не вылавливать по всей кастрюле специи. Ну, лаврушку мы бросим вот так. Тут 3 листика лаврушки. Ребята, здесь у меня пару зерен кориандра, пару зерен горчицы, душистый перец и черный перец. Завяжем. Видите, волшебный мешочек. Рекомендую всем пользоваться этим мешочком, чтобы потом не вылавливать. Не все любят, когда попадает под зубы или перчик черный, или душистый перец. А так он останется в мешочке, он вывалится весь, потом просто взяли мешочек, вынули и выбросили. А аромат весь останется. И волшебный мешочек, ребята, мы отправляем в кастрюльку. Сейчас мы посолим. Примерно столовую ложку соли. Прикроем. Поставим на маленький огонек. И пусть это томится в течение 2 часов. Он так будет более насыщен и более вкусный. Ну вот, ребята, как я говорил, ложечку соли. Вот так. Еще забыли зубчик 1 чесночка. Достаточно, чтобы он не перебивал аромат языка и бульона. Зубчик чесночка, ребята. Ну, начнет кипеть, сразу переставим на маленькую конфорочку и пусть себе он
томиться в течение 2 часов. Вот, ребята, бульон закипел. Пошел аромат перца, лука и специй, и чесночка. Давайте сейчас переставим его на маленькую конфорку и пусть себе томится. Друзья, я хочу вам показать, что такое медленное томление. Вы видите? Изредка где-то там что-то бурлит себе. Томление дает более насыщенный вкус нашим продуктам. Они медленно вывариваются. Закроем и не будем мешать. Пусть себе томится. Друзья, прошло примерно 2 часа. Наш язык сварился. Включим бульон, почистим язык и обратно опустим его в этот же бульон. То есть он должен остывать в своем бульоне. Так он еще больше, ребята, наберет аромат и вкус нашего бульона. Запах обалденный. Ну давайте вымем наш язык, ребята. Почистим его. Смотрите, какой красивый язычок. Это кастрюля с толстым дном. Она долго остывает, ребята. За это время мы успеем почистить язык и опустить его обратно, чтобы он остывал внутри. Если он будет остывать снаружи, он просто будет сухой и невкусный. А так он будет остывать в своем бульоне. Наберет обалденный аромат бульона и будет сочный и вкусный. Давайте его почистим. Язычок. Помоем руки. И бросим его остывать в бульончик. Видите, какая красота у нас. И пусть себе остывает, ребята. У нас тут морковочка еще есть где-то, видите, лучок. Пусть остывает, набирает вкус. Друзья, пока язык будет остывать, мы с вами будем делать соус. Что нам для соуса надо? Мы взяли тимьян, сухие овощи, ребята. Они более концентрированные и больше дают вкус. Тут морковка сухая, зеленый лук сухой, сельдерей, стебельки сельдерея сухие. Будет очень вкусно. И тимьян, ребята. По специям у нас мускатный орех и черный перец. Ну, укроп, грибы, лук-порей. Друзья, а что нам нужно для нашего соуса? Мы взяли мускатный орех и пару горошин черного перца. Ребят, я очень люблю сухие овощи, они более концентрированные. Здесь сухая морковочка, зеленый лук, корень сельдерея, корень петрушки, ребята. Ну и укроп, и петрушка, все это сухое. Все будем, ребята, все это будем превращать в порошок. Дополнительный аромат создадим нашему соусу. Здесь у нас грибы, укроп, лук-порей. Используем немного горчицы и, ребята, и немного крахмала, чтобы загустить наш соус. Добавим сливки, ребята. У меня еще остались сливки соевые. А язык, ребята, пусть набирает аромат. Видите, какой чистый бульон, как слеза. Масло добавлять не будем, мы просто добавим жирок с нашего бульона, сверху снимем слой. И в этом бульончике будем тушить, карамелизировать лучок, ребята. А потом посмотрите, что я буду делать.
Нарежем лук-порей, ребят. Нагреем ее и обязательно будем в горячую сковородочку будем бросать лук-порей. Ребята, пока нагревается сковородка, давайте нарежем мелко грибы. В нашем случае грибы надо резать мелко, ребят. Отправим лучок. Дадим немножко просушиться луку и добавим жир с нашего бульона вместе с бульоном, ребят. Пусть лучок карамелизируется, становится сладкий и вкусный. Вот так. А мы тем временем будем нарезать сами грибочки. Нам нужно грибочки нарезать, ребята, мелко. Мы их потом нарубим еще. Давайте возьмем бульончик и немножечко жирок польем на наш лук, в нашу сковородку. Аккуратненько снимаем верхний слой. Так, красавец какой. И сразу, ребята, сделаем самый маленький огонек. Перемешаем хорошо. Вот так. Ну и будем нарезать грибы. Смотрите, друзья, как лук стал карамелизироваться. Отлично. Отлично, ребят. Сейчас мы добавим грибы. Отлично. Огонь поднимать не будем. Вот такой маленький огонек мы и оставим, ребят. И масло мы не добавляли, если обратили внимание. Мы пользуемся бульоном. Снимаем верхний слой жирок. И на этом жирке, видите, мы жарим. Друзья, сейчас немножко протушатся грибы с луком. Мы добавим еще бульон, добавим сливки и будем выпаривать жидкую часть, загущать сливки. Возьмем чайную ложечку крахмала, ребят. Соль добавлять не надо, чеснок добавлять не надо. Мы в бульон, у нас был соленый, и в бульоне был чеснок, ребят. Если мы дадим много чеснока, он просто перебьет вкус языка. Достаточно чеснока. И вот сейчас, ребята, мы добавим пол чайной ложки горчицы. Ну, вот так примерно. Запах, конечно, ребята, обалденный. Сейчас мы еще минут 5-6 прогреем горчицу. Добавим еще бульон и добавим еще сливки. Друзья, а сливки мы, как всегда, пользуемся соевыми сливками. Если в соевые сливки дать правильные специи, вы ничем не будете отличать от простых молочных сливок. Дать мускатный орех немножечко, дать немножко вкус чесночка и укропчик, и даже не будет чувствоваться, что это соевые сливки. Ребят, пришло время давать бульончик. Мы использовали в общем где-то 100 мл бульона, ребят. Меньше огонек. Сейчас мы добавим сливки и прогреем сливки и будем добавлять все специи. Плюс крахмал. Оставляем ту же. Друзья, мы переместили сковородку на маленький огонек.
И будем потихонечку выпаривать жидкость, загущать наш соус. Сливки нагрелись. На этом этапе мы можем уже начинать загущать их. Значит, мы взяли чайную ложку крахмала. Крахмал у нас кукурузный, ребят, с горкой. Ну, давайте высыпем. Хорошо, тщательно все это размешаем. И все это, ребята, мы размешаем. Только не давайте, чтобы закипали сливки, а то они просто посекутся. Перекипят, и вода уйдет вниз, а жирная часть будет плавать сверху. Смотрите осторожно. Не самый маленький огонек, ребят. Сейчас прогреется немножко крахмал со сливками. Будем добавлять специи. Какие специи, ребята, все увидите. И будем, ребята, вот так. Все. Запах уже стоит, ребята, обалденный. Давайте перемешаем. Опять же, прогреем специи. Добавим веточку тимьяна и мускатный орех натрем. Ну, ребята, начало уже пстеть. Видите, соберем по краям. Значит, добавим. У меня здесь такие маленькие веточки, тут 2 веточки тимьяна. Вот так. И натрем мускатный орех. Ребята, запах уже обалденный. Запах уже обалденный. Мускатный орех примерно четверть чайной ложечки. Это вот так примерно. Ох, запах какой был обалденный. Божественно, ребята, божественно. Посмотрите на этот шикарный кремовый цвет. Ну вот, друзья, теперь нарубим немножко зеленушки. В данном случае у меня укроп. Очень мелко нарубите. Вот так. Вот так. Нарубили? Вот так. Ну и пусть себе выпаривается. Огонь на минимуме. Друзья, язык остыл. Давайте его нарежем. Нам нужно 3 порции, ребят. Вот так. Смотрите, какой красивый язычок у нас. Напоминаю, был килограмм говяжьего языка, ребят. Мы его варили 2 часа где-то и 10 минут, 15 минут мы варили его. Достаточно, он получился обалденный. Горячий вы его не сможете нарезать, потому что он будет разваливаться. Тонко его нарезать невозможно будет. Дайте ему возможность остыть, чтобы он немножко остыл, тогда он скошится и будет упругий, ребят. Балдею, ребят, от этого ножа. Я вам уже его показывал. Выглядит он очень грозный, а легкий и режет как бритвой. Чувствую себя хирургом на операции, как скальпелем. Ребят, рассекает, как скальпелем. И он до того легкий, что я не чувствую его в руках, как будто продолжение моей руки – это нож. Смотрите, как он сейчас, смотрите. Я даже не нажимаю, под собственной тяжестью он режет, смотрите.
Видите? Как давно я не ел язык. Очень вкусный. Дам попробовать жене. Друзья, вот наш соус задышал, загустел. Теперь в этот соус мы отправим тонко нарезанный язык, буквально 3 порции, кусочков 6-7. Пусть он потомится еще в этом соусе. Это то, что я вам говорил, ребята. Он остывал в своем бульоне. Посмотрите, какой он стал нежный и какой он сочный. Видите? Давайте помоем руки. Вытрем. И нарежем такие порциональные кусочки, ребят. Очень сочный язык и очень ароматный. И вот так, это достаточно, ребят. И отправим его обратно в бульон. Смотрите, какая красота, видите? Смотрите, как блестит. Сочный язычок, нежный получился, отличный. Ну вот появились пузырьки в соусе, ребята. Давайте размешаем всю нашу зеленушку. Давайте, ребята, добавим, попробуем еще раз на специи. Отлично, ребята. Отлично. Все в меру. Вот так. Будем укладывать его в сливки. Красивенько так сделаем. Потому что я обратил внимание, вам главное, чтобы была красивая обложка. А рецепт вас не интересует практически. Вот так. А получилось у нас довольно неплохо, хочу я вам сказать. Язык в сливках, в грибах. Укропчик добавим еще. У нас осталось пару грибочков, ребят. Нарежем слайсы. Вот такие вот. Друзья, и отправим грибочки тушиться вместе с языком. И подача это будет красиво, ребят. Сейчас я красиво разложу. Вот так. Ну вот, ребят, смотрите, какая красота. Ребят, когда мы будем переворачивать язык в другую сторону, ну и заодно перевернем грибочки.
Это очень красиво будет. Вот так это, ребят, посмотрите. Запах обалденный. Я не могу просто вам передать, какой запах. Это будет очень вкусно. Друзья, давайте теперь перевернем на другую сторону язык. Дадим возможность ему с двух сторон набраться аромата. Шикарный язык, нежный, мягкий. И также грибочки перевернем, ребят. Вкус специфический. Отрыв башки. Соус божественный получился. Вкус обалденный. Очень нежный и кремистый. И совсем не чувствуется, что здесь соевые сливки, ребята. Совсем я не чувствую. Потому что были подобраны специи правильно. Ну, просто очень вкусно, ребят. Очень. А рецепты мои занимают немножко больше времени. Я просто хочу вам показать медленно. Кто не умеет, чтобы научился. А кто умеет, пусть пропустит и не смотрит, если ему не нравится. Ребята, подписывайтесь на канал, пользуйтесь моими рецептами. И мне будет очень приятно. Все-таки попробуйте сделать по моим рецептам. Поэтому мои рецепты немножко длинноватые видео. Для того, чтобы вы хорошо видели процесс приготовления, ребят. Друзья, шедевр готов. Давайте выключим. Дадим ему отдохнуть минут 5, а потом будем пробовать. Язык нежный, мягкий, тающий во рту. И кремистая структура нашего соуса. Сливки, мускатный орех, тимьян и лук-порей, ребята. Рекомендую. Друзья, приступим к дегустации. А то у меня на балконе у меня была фотосессия. Я вам должен был сделать красивую обложку для YouTube. Иначе вы же не смотрите. Вы только смотрите, если есть красивая обложка на ролике, значит вы заходите и смотрите. А рецепт вас не интересует. Я постарался вам сделать красивую обложку. Ребят, вот такой шедевр у нас получился. Я могу сказать, запах обалденный. Запах просто обалденный. Просто обалденный запах. У нас здесь получилось шикарный язык, ребята, шикарнейший язык, нежный, посмотрите, нежный язычок, мягкий, тающий во рту. Боже, как это вкусно. Ребята, обалденные грибочки. Посмотрите, какой красивый грибочек. Аромат грибов, сочетание с сливками. Бомбический, ребята. И нежная структура, кремистая нашего соуса. Давайте теперь попробуем все вместе. Возьмем язычок, возьмем грибочек и все это с добрым соусом нашим. Вот так. И все вместе возьмем. Обалденно, ребята. А это все пошло вот отсюда.
Я чувствую, идет, попадает к ним в желудок. Это обалденно. Это просто шедевр. Настоящий шедевр на кухне в гостях у Мишани, ребят. С этим блюдом можно подать и печеную картошечку. Посмотрите, какая у меня печеная картошечка. Я ее на гриле выпекал. Посмотрите, какая корочка получилась. Видите, какая печеная картошечка получилась. Здесь вы разрезаете пополам, берете ложечкой, соскабливаете и все. Берете соус, заливаете туда соус. Все это когда горячее. Это обалденно, ребята. И больше ничего не надо. Вот это достаточно для ужина, для шикарного ужина. И угостить семью друга или будущую невесту, удивить ее вкусным изготовлением, ребят. Ребята, на этой ноте хочу вам пожелать всем мира, добра, всего самого наилучшего. Я вас всех люблю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго. До свидания, ребята. До вкусных рецептов.